Стройка здесь вовсю. Миша тут что-то катается. Сегодня у нас он как это самое, не знаю, кто это. В таком головном уборе, так сказать, маджахет, но они такие не носят. Стройка, здесь они вот на этот нулевой поднавезли мусора, сейчас возле бассейна подсыпят. А песочек, кстати, вот здесь прибило, и ходить прям по нему классно стало. Дорога прям отличная, а то одно время грузовички подразместили. Они размешивают, когда получается как цемент под ногами. Идешь прям в любой обуви, проваливаешься. Как по цементу, очень мелкая такая дисперсия. Ой. Идем сегодня на море. Вчера разговаривали с соседкой Сардинч. Она вечером спрашивает, говорит, ну как море вчера? Говорит, ничего. Мы говорим, море шикарное, теплое, обалденное, ветра не было, вода теплая. Она такая, блин, а я не пошла. Пожалела, что не пошла. Сегодня, видите, вообще все высохло. Абсолютно высохло все. То, что здесь такое огромное болото было, все ушло. Что значит солнышко и ветерочек небольшой. Вот здесь дует по этому проходу, и все отлично. Эти молодые люди забыли шапки и теперь ездят в таком странном виде. И один, и второй. Только один человек сегодня в кепке и не похож на них. Правильно, это я. А, здесь еще одно мандаринковое дерево. Вот тут растет много мандаринок. Там территория тоже благоустроенная, все подстрижено у них, и деревья подстрижены, и кусты. Ой. Много мандаринок растет. Они сейчас все желтенькие. Классные. Смотрите, все больше и больше мандаринок. Все прям желтое. А вон, видите, это тут белеется. Это вот жопки от мандаринов. Они были недозревшие, их потянули, и они оторвались. Вот. Мы идем. Пойдем купаться, хорош гоняться. Потом покатайтесь. Каждый день мимо этой зелени классной ходим. Суперно. Мне вот даже интересно, бывает ли здесь сезон, когда вся эта листва полностью падает, и здесь вообще все голое, одни вот хвойные стоят. Даже интересно. Потому что сейчас, напомню, у нас 4 ноября, День единства и согласия, так называется сегодня праздник в России. Вот. У нас сейчас час дня, мы идем искупаться. Вчера мы купались примерно в это же время. Вода была шик. Вон школьники идут навстречу, если видно вам. Раза 4-5 человек. Рядом у нас техникум. Так он, по-моему, называется. И у них сейчас школьная перемена. Да, мощь. Шли бы уж лучше без шапки. Два артиста. Конечно. Ох, сегодня морешко. Еще спокойнее, еще тише. Видите, на все одного цвета. Весь этот поднятый песок весь осел. Гляньте, сколько народу сегодня на пляже. И в воде, и на берегу. Загорающих сколько. И в той стороне есть загорающие. Здесь купающихся не видно. Загорающих видно. И даже вон там вдалеке, если приглядеться, видно, еще несколько человек гуляет по пляжу возле ботанического сада. Все, привязывайтесь, пойдемте искупаемся, потом покатаетесь. Только полотенчики не забудьте взять с собой.
Прям много сегодня купающихся. Наша подруга тоже сегодня собиралась в Сардинич идти купаться. Вчера она, во всяком случае, об этом говорила. Она обычно гоняется на глубине, ей нравится. И она, скорее всего, вон возле того пирса где-нибудь может находиться. Ей нравится заходить в воду с пирса. Он единственный здесь остался. Можешь корзинку положить, да, Миш? Полотенчик забрать, а маску положить. Ой. Короче говоря, мы сейчас накупались. Обалденная вода. Ага. Чуть-чуть прохладнее, чем вчера, по ощущениям. Ну, в принципе... но снаружи, по-моему, теплее, чем вчера. Вот сейчас мы стоим, прям очень даже, прям жарко. Угу. Супер. Да. Но при этом вода теплее, чем в речке бывает. Да, это точно. Чистая, хорошая вода. Очень хорошая вода и вправду, да. Сейчас я поближе подойду, поснимаю. Ой. Только посмотрите, какая красота. Давайте, катайтесь. Все, накупались. Отличное купание. Погода прям шик. Красота, солнечно. Прям жарко. Тут цветы буйствуют. Смотри, сколько роз здесь. Здесь летом ничего не было. Здесь были пустые эти палки. А сейчас, смотри, сколько роз здесь расцвело. Наверное, были, но мало. Я не помню. Смотри, здесь и желтые, и белые, и ярко-красные, и бордовые. Красота. Супер. Прям. И вон розовые, и красные. Всякие здесь прям розы. Шикарно. Миш, так не езди, Миша. Так не проезжай больше. Езди по-нормальному, по дороге езди. И по травке не забывай, ездить нельзя тоже. Давай, сейчас как раз колесо на дороге останется, а ты свалишься. Давай, катайся недолго и пойдем домой. У меня там видео доделывается, и надо будет. Нет, меньше. 30 минут? Примерно. На дальняк прокатитесь сразу. До мостика доехайте, можете за мостик заехать. Давайте. Я здесь буду на лавочке вас ждать. Я себе книжку взял почитать. Ой. Народ, пойдем. Все, накупались. Уже народ из моря повылазил весь. Идем домой. И сегодня обалденное море. Чистейшее вообще, как слеза. Как слеза. Дяденька по камням долазит. А мы пойдем в сторону дома. Наезжай, тебе места мало. А я вписал. Описался? Езжай нормально. Сегодня маловато покупались, но у меня там видео почему-то не смонтировалось кулинарное. Надо его сейчас дождаться окончания монтажа и выложить на канал. Оно еще сегодня должно выйти, надо еще там руки приложить, чтобы его, так сказать, чтобы оно вышло как положено. Ладно, идем домой. Так, молодые люди, наверное, уже на улице, да, вот они. Мы идем на море. Сегодня 5 ноября. Погода вполне для купания.
Пойдем окунемся. Что-то Олег завернул за дом. Миша там же, наверное, да, вон они. Здесь обновляют соседние дома. Ну, эти, не знаю, сколько лет им, но кто-то рассказывал, что квартиры здесь очень старые. В таком достаточно запущенном состоянии находятся. Вот решили снаружи, почему-то с середины начали, решили снаружи их покрасить. Там вот тоже, видите, вот с правой стороны 2 корпуса. Это все, часть покрашена, часть еще не покрашена. Я так понимаю, что это все должны покрасить они. То же самое идет процесс, так сказать, благоустройства, улучшения внешнего вида комплексов. По разным данным, вот этим корпусам, которые стоят вот ближе к морю, и вот этим вот, где-то от 30 лет. Есть даже, ну, помоложе, 20 лет им. Ну, в районе 30 лет им всем. Соответственно, и квартиры тоже ремонту там уже пришли в упадок. Внутри состояние оставляет желать лучшего, как говорится. И тут про этот, по-моему, комплекс кто-то рассказывал, был в квартире. Ну, там видно, в некоторых квартирах еще деревянные рамы стоят. Вон, я вижу, на высоких этажах не меняли. Вот в этом комплексе рамы все пластиковые. И визуально так вот поверхности, вот эти все балконные. Привет. Вот эти балконы почти везде заменены на нержавейку, но есть еще вон и железные тоже балконы, вон на 3-м этаже. Ограждение на балконе. Ой, классно. Так, что, как тут наши мандарины поживают? Мы их постоянно ходим, проведуем. Полно мандаринов. Классно. Но их еще больше, кстати, ободрали. Там еще больше хвостиков видно на дереве. Или как куст это. Ну, дерево мандариновое. Классная погодка такая. Вот здесь какие-то остатки влаги вот на дороге видны. Как будто дождик, что ли, был, непонятно. Вчера мы шли, здесь все сухо было. И по обоим сторонам. А сейчас влага вот и здесь тоже чуть-чуть видна. Но ночью вроде не было дождя. И погода и вчера вечером была хорошая, и сегодня утром отличная. Какие-то облачка бегают, но в общем состояние, знаете, такое солнечное, не ноябрьское. Вот в Москве в ноябре такой погоды не бывает, к сожалению. Как говорится, пускай снег, пускай слякоть, пускай там все остальное. Но если бы все это было с такой вот солнечной погодой, то было бы намного комфортней. Но, к сожалению, погода в разных климатических зонах разная. Так, ладно, вон море уже. Сейчас мы Мишу дождемся и пойдем дальше. Гоняла. Нету. А вот и морешка, вот плавает народ. На стульчиках сидят, вон тоже народ плавает. Вон вдалеке заплыл кто-то. Миша с Олегом где-то гоняются на великах пока что. Там радио где-то разговаривает. Много купающихся сегодня. Сейчас дождемся детей, да пойдем окунемся. Вот кот со мной пришел, какой классный. Кот. А кот? Мне кажется, это кот. Да? Тоненький голосок такой у кота. Ой, мяу-мяу.
Ой, мяу-мяу. Мяу, да? Ну-ка, какой ты хаёсенький покажешь? Хаёсенький, пригоженький, пустистенький. Такие пятна у него интересные. Как он трехцветный получается. Ой, ой, ты как ой, ты молодец какой. Ой, ты молодец. Молодец. Хаёсенький. Все. Показал себя со всех сторон. Умняга. Что, тебе веревочки мои здесь нравятся, да? Что тебе понравилось? Ладно, дождусь, пойду. О, он, смотри, еще черненький пришел. Черненький кот прискакал. Миша с Олегом рванули на дальняк покататься, поэтому по набережной пока никого нету. Отрываются. Обычно они туда вот к самому, к первому мосту. Кто тут бывал, тот знает, где это находится, первый мост. Вот продолжает меня со мной гулять. Вон они едут, я вижу их. Крышу приоткрыл, панорамку. Хорошая штука. Вот он, первооткрыватель сегодня моря, Михаил. Ну что, теплее, чем вчера? Да такая же абсолютно. Я не пойму. Что-то, нормальная вода. Да это тебе просто показалось. Я нырнул. Головой только об дно не ударься, ныряй. Пойду майку брошу и пойду тоже купаюсь. Не, вода классная. Чистое море, спокойное. Купаться можно. Заходи, Олег, сейчас я тоже. Сейчас привыкну к воде. 3? Да не может быть. 2. Давай, давай, ну покажи. 3. Милый такой, да, пап? Хочешь погладить? Не, А что? как наш Тимоша, да? Да. Похож, только меньше возрастом. Моложе. Нюхают друг друга. Молодец. Кстати, у этого шерсть прям так же, как у Тимошки. У этого грубее. В корму пошел, наверное. Там водичка у них стоит. Хочу себе. Один такой уже живет в России. Теперь думаем, что с ним делать, как его сюда транспортировать, во-первых. Во-вторых, где он будет жить, где у него будет место его кошачье. Пьет водичку, да, Миша? Там целое ведро у него водички. Мои бают, если не боится. У него лапку больше, чем у того маленького. А может это мама, это малыш? Нет, скорее всего, это разновозрастные, просто они немножко отличаются по возрасту. Да. А как ты думаешь, что бы ты сделал, если бы котик где-то застрял бы? В какой-нибудь вазочке? Где? Да. Где застрял? Котик. Где застрял? Если бы котик застрял бы головой или что-нибудь в вазе. какой-нибудь. Надо доставать, что это, помогать котику. Еды там насыпана у них гора, глянь, они там А это. это для собак.
У котиков рот меньше, чем эти штучки. Назову тебя Тимоша. Тимоша второй. Да, Был же Вовка, Миша друг. Вот. А вот Так эти... же, как и Вовка 2. Да? Да. Ну ладно, пойдем, все, погладил котят, душа отдохнула, пойдем мы в сторону дома, по дороге еще хлебушка купить надо. Смотри, он меня не боится. Аккуратно не наехай, а то сейчас ты не боится. Пойдем. Миша, не езди вокруг котика. Не катайся вокруг котика, заворачивай домой. Пойдем хлебушек покупать. Пойдем. Мы обратно сдаем телевизор, потому что в нем нет внутри Wi-Fi. Оказывается, с Wi-Fi стоит телевизор буквально на 100 лир дороже, поэтому мы решили, на 160, поэтому мы решили его сдать, а потом новый закажем, купим. Ну и, конечно же, во главе вся эта процедура происходит с нашим ТС-ным другом. Мастер пришел, проверяет. Не все так просто. Hiçbirinde yok. Hepsi buramda falan bir şey yok. Böyle şeyler yok. Katillerin hepsi yazıyor ya. Ama tüketici şeylerinde yok yani. Sözleşmede yok aslında bu. Проверяют, прям включают, чтобы, не дай бог, мы не сдали какой-нибудь разбитый. Мы с тобой, помнишь, сдавали тоже один телевизор, 50 диагональ покупали, и тут же в видео пошли. Вообще по таких проблем не было, да? Просто посмотрели целостность и приняли. Türkçe'ye çevirmek istersen. Böyle gerek yok. Ha bu mu? Bütün her şey burada yazıyor. А здесь прям, смотрите, проверяет, прям фотографирует. Kaç saat çalıştığı yazıyor mu? Yok. Ya şurada yazıyor. Nerede?